Всем привет! Давно я сама не радовалась и вас не радовала новыми покупками. Конечно, что еще я могу вам показать и рассказать на канале тематическом об орхидеях? Конечно, у меня новинка. Многие мне написали: Ирина, неужели вы после обзора опять уедете без орхидеи? Девчонки, ну вы видели, насколько много внимания я уделила в показе вот этой вот орхидеи. Я до сих пор, вот спустя ровно 2 дня после того, как я ее принесла домой, после обзора из магазина, я до сих пор не понимаю, что это за орхидея. 2 дня мучаюсь догадками. Спасибо, конечно, огромное всем тем зрителям, которые мне написали: Ирина, да это горизонт. Девчонки, у меня было предположение, которое я не осмелилась озвучить, что может быть это горизонт. Но у нас сегодня с вами есть уникальнейшая возможность сравнить горизонты. И вот когда вы мне написали: Ирина, это горизонт, я думаю, какой горизонт? Предположения у меня были, но характер цветения, характер цветонаполнения совершенно не орхидеи горизонт. Вот от слова вообще, совсем. Вы сейчас видите, я возьму видеокамеру, обязательно вам покажу поближе ее, вот эти всполохи необыкновенные. Да, это может быть обусловлено в том числе и на генетическом уровне мутацией в результате подкормок, которые используют у нас садовники. Очень часто я вам на канале говорю о своей точке зрения. Знаю, о чем говорю, потому что, покупая растения с одним цветением в домашних условиях, я очень часто получаю совершенно другое цветение. Но, как правило, оно красивее и лучше. Но, покупая растения на привозах в магазины, на миксовке, конечно же, хочется видеть именно то цветение, которое вызвано естественным путем, естественным зацветанием, как я говорю, цветение орхидеи во имя красоты и благодаря крепкой иммунной системе и хорошего самочувствия, собственно, самой орхидейки. У нее небольшая листовая розетка. Вот совершенно небольшая, я вам рассказывала, да, что, конечно, у таких орхидей, которые имеют небольшие наземные части, но при этом имеют 2 цветоноса, конечно, потом в домашних условиях достаточно долгое время эти орхидеи восстанавливаются, дорастают до необходимого уровня, который уже, конечно же, в домашних условиях дает хорошее, красивое цветение. Вот. Но вот здесь вот я уже понимаю прекрасно, что так как маленький кустик, на переднем плане вы его видите большеньким, давайте относительно руки. И вам станет все понятно, насколько этот кустик маленький, видите? Вот, листиков пар-то много, но они, вы знаете, я вам могу сказать, что это размер даже не 3. Это размер где-то 2,5, вот чистый. Поэтому, конечно, мне придется доращивать эту орхидею в домашних условиях до нужного размера. Вот, и лишь только потом я получаю от нее, конечно же, домашнее цветение. Но сегодня речь не об этом. Речь сегодня о презентации новой орхидеи, которая попала ко мне домой. И знаете, когда вы мне написали, что это предположительно горизонт, я думаю, боже, какой горизонт? Зачем мне горизонт? У меня горизонт, шикарная орхидея. Давайте-ка сравним, что мне долго вам рассказывать. Но прежде чем сравнить эти орхидеи, они у меня сейчас поодаль стоят, эта орхидея еще не обработана. Вот спустя 2 суток в зимних условиях перевозки растения, нахождение этой орхидеи в условиях магазина, ну я вообще в общем говорю, да, я, как правило, первые несколько суток в холодное время, принесенные домой, не поливаю орхидеи и не протираю листочки. Я даю им возможность очень аккуратно адаптироваться, постепенно. Самое главное – постепенно. Сейчас очень много ко мне обращений ВКонтакте. Многие пишут: Ирин, что
на листьях. Я там вижу реально процесс некроза ткани листьев в результате того, что орхидея где-то была во время транспортировки, либо нахождения в магазине, на складе, где-то переморожено, переохладнены были листочки. Вот, и поэтому в таких случаях не протирайте орхидеи ваши, не мочите им листочки, не поливайте. Тогда вы дадите возможность орхидее подсушить эти места, увлажненные, перепревшие или вот так вот побитые холодом. И тогда уже можно спустя некоторое время, когда вы увидите, что в принципе все остановилось, процесс локализовался, стал более-менее сухим таким, да, тогда уже можно, пожалуйста, протирать листочки. И вот такие листочки не лишним будет обработать фунгицидами, потому что на поврежденные части листьев, на начинающийся некротический процесс на листьях орхидей может сесть вторичная инфекция. Вот, поэтому об этом нужно позаботиться. Все, сейчас я вам покажу, как я буду протирать листочки, чем я сегодня напомню вам тот метод, который я очень часто использую. Как-то мне вспомнилось, что я давно его на канале не показывала. Все, опускаю видеокамеру, начинаем с вами протирать листочки. Я сегодня беру салициловую кислоту, аптечная, салициловая кислота, либо салициловый спирт 1%. Если у вас будет 2%, растворяйте в 2 раза больше воды давайте относительно той пропорции, которую сейчас я вам озвучу. 1% разводится, так как у растения плотные листья, плотные листочки, я протираю более концентрированным составом. У меня 3 части воды, то есть 3 ложечки вот таких. И на 3 ложки воды я беру 1 ложечку салицилового спирта, 1%. Готовьте ровно столько, сколько вам понадобится, потому что салициловый спирт в разведении не хранится. Он через несколько часов кристаллизуется, и потом эти кристаллы никакими взбиваниями, промешиваниями плотными не растворяются. Делайте ровно столько, сколько у вас уйдет. Производитель вот Фаленова. В принципе, много раз я заказывала орхидеи из московской группы именно вот этого производителя хорошего качества. Сейчас я беру ватный диск, на него 3% перекись водорода, не разбавленную. Это не для орхидеи, это для вот этих частей, смотрите. Обязательно это нужно делать. Видите вот эти грибковость? Убираем ее. Ватный диск можно пропитать чем угодно. Иногда я беру спирт медицинский 96%. Иногда я беру, вот, пожалуйста, перекись водорода. Удалите обязательно эти грибочки, эту плесень. Потому что когда они начинают вызревать, вот эти споры, они разлетаются везде. В том числе и в воздух попадают, которым мы дышим. И попадают на листья растения, на цветы, на поверхность грунта. Ну и, собственно, при подходящих влажных условиях начинают бесконтрольно уничтожать все, куда попадут. Поэтому обязательно позаботьтесь об удалении вот этой плесени на держателях цветоноса. Все, я это сделала. И теперь протираю листочки разведенным салициловым спиртом. Очень часто спрашивают у меня, задают вопросы, особенно новые зрители канала, для чего салициловый спирт. Салициловый спирт, салициловая кислота является ядом для всех вредителей насекомых, сокососущих. Поэтому не бойтесь, вот так протираем, пусть она стекает туда в пазухи листьев, ничего страшного. Через 15 минут промокните. Это очень хорошая профилактика и защита. Если кто-то есть на орхидее невидимый, он обязательно погибнет, потому что орхидея в этот момент становится ядовитая.
Ну все, я протерла орхидею. Давайте посмотрим по корням. За 2 дня корешочки очень хорошо проявились. Когда я покупала эту орхидею, корешочки были не проявлены, их не было видно, потому что горшок был мокрый. Конечно, я переживала за то, что корневая в условиях перевозки орхидеи сможет где-то переохладиться. Но, слава богу, спустя 2 дня все подсохло, корни проявились, цвет корней хороший, пока полет нормальный. Вот так смотрю, вроде они плотные, не сдутые и сохраненные. Наполненность корня сохранена. Вот посмотрите, какой грунт в посадке у этой орхидеи. Стопроцентная орхиата. Поэтому я сейчас ничего делать с этой орхидеей не буду. Даже не полезут за торфяным стаканом. Горшок очень легкий. Я буду поливать эту орхидею с возможным присутствием торфяного стакана. Проливом и оставлением воды пока в уровне тарелки, в нижнем уровне. Потом, как правило, я ставлю такие орхидеи вот в таких горшках в глухие кашпо, и на дно глухого кашпо насыпаю циафлору. И потом ставлю на циафлору горшочек. Циафлора в уровне нижнего слоя, она дает необходимый эффект влагосбережения и влагорегулирования. Вот так. А теперь мы вместе с вами будем сравнивать мой горизонт и вот эту вот орхидею. Сейчас для вас цветопередача стопроцентная. Девчонки, ну какой же это горизонт? Хотя я помню, когда я покупала свой горизонт, когда я его покупала... Сколько же это было? Наверное, чуть меньше 3 лет назад. Он у меня тоже имел очень настойчивый, интенсивный оттенок цветения. Но не такой. Вот как сейчас помню, не такой яркий, плотный, но не такой. Поэтому, ну что, я, конечно же, очень хочу дождаться цветения этой орхидеи в домашних условиях и потом уже сравнить, что же... все-таки определить, не сравнить, скорее определить, что же это за орхидея. Потому что, надеюсь, на тот момент и мой домашний будет цвести, для того, чтобы сравнить, иметь возможность сравнить эти 2 орхидейки. Ну, пожалуйста, сравните. Вот купленный и вот домашний. Это 100% орхидея «Горизонт». Покупка сопровождалась на горшке надписью «Хайразонт». По-другому еще она зовется. Вот, пожалуйста, это совершенно разные орхидеи. По-моему, разница абсолютно очевидна. Горизонт скорее рыже-кирпичный, терракотовый оттенок. Хотя вот эти, посмотрите, всполохи необыкновенные, да, как бы лучики от основной колонки очень красиво смотрятся. Здесь тоже они есть, но они здесь какие-то перьевые, немножко другие. Вот посмотрите, что не цветок, то видна значительная разница. Вот свежий распущенный, видите, какой оттенок, глубоко терракотовый, а потом он приобретает вот оттенок ярко-рыжий, красный кирпич такой. По форме листьев, опять-таки, я стала сравнивать форма листа, форма наземной части. Пока, ну, рано что-либо говорить, потому что здесь листочки маленькие, но по окрасу видно, что вот здесь намного листочки зелени, но он такой, знаете, скорее травяной оттенок, темная травка, видите, какой он оттеночек. Здесь глубокий зеленый оттенок цвета листьев. Форма крепления листиков, ну, здесь что-либо сложно сказать, очень похоже и у одной, и у второй. Вот, посмотрите, форма крепления похожа. Форма листа, пока эта орхидея маленькая, сравнивать сложно, практически невозможно. Поэтому будем делать это немного позже, когда орхидея придет в себя. Ну и, надеюсь, в ближайшем времени все-таки зацветет. Но, как я вам сказала, я не совсем в этом уверена, потому что все-таки на такой маленький кустик
2 цветоноса, это нам о чем-то с вами уже говорит. Мы же с вами все уже понимаем, и нас обмануть очень сложно. Мы с вами уже глубокие эксперты и знаем, что такое хорошее, здоровое растение и какое растение способно так мощно, объемно цвести в 2 цветоноса и больше. Абсолютно разные. Вот такое сравнение у меня получилось совершенно незапланированное. Цветет горизонт, поэтому оно, собственно, и получилось. Вот, пишите, что думаете. Хочу услышать вашу точку зрения. Чего нам с вами ожидать? Может, действительно он станет вот таким в последующем. Кто его знает? Растет мой, кстати, горизонт в закрытой системе посадки. Я пересадила его в кору средней и крупной фракции, не влагоемкую. Очень хорошо вошел в закрытую систему посадки, без каких-либо брыканий корнями. Все было хорошо, замечательно. Корневая развивалась после пересадки на 5 баллов, и никаких побочных эффектов после пересадки корневая система не показала. Кстати, мой горизонт давний, это тоже сейчас мой давний горизонт, покупался мной в размере D12 горшка европейской посадки, потому что там была миксовка грунта, кора, торфяные какие-то взвеси, кокосовые чипсы, все как обычно, то есть не в мхе. Вот, да, я вам сказала, что у него при покупке насыщенность цветения была немножечко другой. Она скорее уходила, знаете, такой терракотово-оливковый оттенок, но совсем не вот такой оттенок, как на позавчерашней моей покупочке. Поэтому жду от вас комментариев, предположений, что же все-таки я купила. А по губе и губа другая. Девчонки, совершенно другая губа. Знаете что? Смотрите, у моего горизонта получается желтая губка вот здесь, видите, вот здесь, на начале роста. Здесь губа, посмотрите, какого цвета. Насыщенно бордового, немножко красноватого такого. Вот такая губка. Может, это в результате подкормок. Я уже ничему не удивлюсь в современном способе выращивания орхидей. Вот реально. Все, здоровья вам, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока, до новых встреч!